Добрый день, дорогие подписчики, гости канала. Сегодня мы будем вязать с вами нарцисс. Кого заинтересовал цветочек, присоединяемся к нашему уроку. В первую очередь нам нужно сделать тычинки. Тычинки для цветков делают все по-разному. Мы же будем делать из проволоки и пряжи. Берем проволоку флористическую, отрезаем небольшой кусочек. Сгибаем ее вдвое. Дальше берем желтую пряжу и наматываем ее на проволоку длиной примерно сантиметров 5. Кончик закрепляем термоклеем. Продолжаем самостоятельно. Дальше сгибаем проволочку пополам и обматываем. Нить можно отрезать и прикрепить. Вот такая тычинка получилась. Еще вам нужно сделать 5 штук дополнительно к этой. Выполняем самостоятельно. Свяжем серединку цветка. Она у нас вяжется из желтой пряжи. Набираем цепочку из 6 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Замыкаем вязание в круг. Вяжем соединительный столбик в первую петлю цепочки. Одна воздушная петля. Теперь в кольцо провязываем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Продолжаем самостоятельно. В конце ряда вяжем соединительный столбик. Второй ряд. Одна воздушная петля. Теперь 5 раз провязываем один столбик и прибавку. В эту же петлю основания один столбик, в следующую петлю вяжем прибавку. Это первый раз. Один столбик без накида, прибавка. Это второй раз. Продолжаем вязать самостоятельно. В конце ряда вяжем соединительный столбик. Третий ряд вяжем одну воздушную петлю. Дальше 3 раза провязываем 4 столбика и прибавку. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый. В следующую петлю вяжем прибавку. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. В конце ряда вяжем соединительный столбик. С 4 по 6 ряд включительно вяжем по 18 столбиков без накида. 3 ряда провязываем самостоятельно. 7 ряд вяжем одну воздушную петлю. Затем 3 раза провязываем 5 столбиков без накида и прибавку. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый. В следующую петлю вяжем прибавку. Продолжаем вязать самостоятельно. В конце ряда делаем соединительный столбик. С 8 по 10 ряд
включительно вяжем по 21 столбику без накида. В начале ряда делаем воздушную петлю, в конце ряда вяжем соединительный столбик. 3 ряда провязываем самостоятельно. 11 ряд вяжем 1 воздушную петлю, затем 3 раза вяжем 6 столбиков без накида и прибавку. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. 12 ряд вяжем 2 воздушные петли и в эту же петлю вяжем соединительный столбик. Снова 2 воздушные петли, следующий столбик вяжем соединительно, 2 воздушные петли, следующий столбик соединительный. Продолжаем вязать так до конца ряда. В конце нить закрепляем, отрезаем кончик, прячем в вязании. Свяжем с вами лепестки цветка. Их должно быть 6. Будет 2 вида лепестков. Каждого вида, получается, нужно будет связать по 3 лепестка. Так, вяжем цепочку из 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Продолжаем набор самостоятельно. Первый ряд начинаем вязание со второй петли от крючка. Вяжем во вторую петлю столбик без накида, следующую петлю полустолбик, затем 3 раза провязываем столбик с одним накидом и прибавку из столбика с одним накидом. Дальше вяжем 2 столбика с одним накидом. Полустолбик. И в последнюю петлю цепочки вяжем столбик без накида. Делаем воздушную петлю и сюда же провязываем еще один столбик без накида. Начинаем вязать по обратной стороне цепочки, провязываем полустолбик, два столбика с одним накидом, три раза провязываем прибавку из столбиков с одним накидом и столбика с одним накидом, прибавка, затем столбик с одним накидом. Это первый раз, прибавка, столбик с одним накидом, второй раз, вяжем последний раз прибавку,
из столбиков с одним накидом и столбик с одним накидом. Дальше полустолбик, столбик без накида, соединительный столбик. Второй ряд делаем воздушную петлю, затем провязываем 3 столбика без накида, 1, 2, 3, 6 полустолбиков, шесть столбиков без накида, и в арочку из воздушной петли вяжем 2 столбика без накида, одну воздушную петлю, вяжем соединительный столбик в дольку второго столбика без накида, получается пико из одной воздушной петли. Дальше вяжем столбик без накида сюда же и начинаем вязание уже со следующей петли. Вяжем 6 столбиков без накида. Шесть полустолбиков, четыре столбика без накида, соединительный столбик, нить закрепляем и отрезаем, оставляем небольшой кончик. Один лепесток готов, 2 таких лепестка вяжем самостоятельно. Свяжем с вами второй тип лепестка, набираем цепочку из 13 воздушных петель самостоятельно. Первый ряд начинаем вязать со второй петли от крючка, вяжем столбик без накида, полустолбик, три раза вяжем столбик с одним накидом и прибавку из столбика с одним накидом.
Дальше 2 столбика с одним накидом. Полустолбик. Последнюю петлю цепочки вяжем столбик без накида, воздушную петлю, и сюда же столбик без накида. Начинаем вязать по обратной стороне цепочки. Полустолбик. Два столбика с одним накидом. Три раза вяжем прибавку из столбика с одним накидом и столбик с одним накидом. Далее вяжем полустолбик, столбик без накида, соединительный столбик. Второй ряд вяжем одну воздушную петлю, 2 столбика без накида, девять полустолбиков, четыре столбика без накида, в арочку из воздушной петли провязываем 2 столбика без накида, 2 воздушные петли, в вершинку вяжем соединительный столбик, затем провязываем столбик без накида в арочку из воздушной петли. Четыре столбика без накида, девять полустолбиков,
3 столбика без накида. Соединительный столбик. Закрепляем нить, отрезаем, оставляем небольшой кончик. Еще вяжем 2 таких лепестка самостоятельно. Вяжем с вами листик. Деталей должно быть 2. Одна деталь подлиннее, другая покороче. Вяжем сначала длинный листок. Набираем цепочку из 55 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Продолжаем самостоятельно. Вязать мы начинаем со второй петли от крючка. Вяжем 5 столбиков без накида. Затем вяжем 40 полустолбиков. Вяжем их самостоятельно. 8 столбиков без накида. Последнюю петлю цепочки вяжем столбик без накида, воздушную петлю и сюда же столбик без накида. Восемь столбиков без накида. Дальше вяжем самостоятельно 40 полустолбиков, 5 столбиков без накида. Вяжем соединительный столбик, воздушную петлю. Нам понадобится проволока. Во втором ряду мы будем ввязывать проволоку. Вяжем 54 столбика без накида. У меня проволока, вы видите, я ее обвязываю вместе с листиком по контуру. Вяжем самостоятельно до места, где у нас была воздушная петля. В арку из воздушной петли вяжем прибавку из столбиков без накида. Начинаем вязать по обратной стороне листа. Провязываем 54 столбика без накида
самостоятельно. В конце вяжем соединительный столбик. Нить обрезаем, оставляем небольшой кончик, чтобы можно было потом прикрепить ее к стеблю. Я обмотала стебель тейп-лентой. Один листик у нас готов, свяжем второй, который покороче. Набираем цепочку из 45 воздушных петель. Выполняем набор самостоятельно. Вязание начинаем со второй петли от крючка. Вяжем 5 столбиков без накида. Затем самостоятельно вяжем 30 полустолбиков. Дальше вяжем 8 столбиков без накида. И в последнюю петлю цепочки вяжем столбик без накида, воздушную петлю и столбик без накида. Начинаем вязать по обратной стороне цепочки. Вяжем 8 столбиков без накида. Тридцать полустолбиков вяжем самостоятельно. Пять столбиков без накида. Соединительный столбик, воздушная петля. Дальше берем проволоку и будем ее обвязывать. Начинаем обвязывать проволоку вместе с листиком. Вяжем 44 столбика без накида. Выполняем самостоятельно. В арку из воздушной петли провязываем прибавку из столбиков без накида. Дальше вяжем 44 столбика без накида, соединительный столбик в конце. Отрезаем нить и стебель уже обрабатываем тейп-лентой, как в предыдущем случае. Берем шпажку и прикрепляем к ней тычинки. Вкладываем шпажку в круговую тычинками, приматываем потом тейп-ленту. Выполняем самостоятельно. Вот что у вас должно получиться. Дальше берем нашу сердцевинку. Поднимаем по шпажке. Сейчас мы начнем с вами приклеивать лепестки. Сначала идет первый слой. Состоит он из 3 лепестков. Мы должны их приклеить с вами вот таким вот образом.
Выполняем самостоятельно. Намазываем лепесток клеем. Затем прикладываем к цветку. Берем следующий лепесток и поступаем аналогично. Вот такой цветочек у вас должен получиться. Дальше берем тейп-ленту, прикрепляем ее к стеблю и начинаем обматывать. Продолжаем самостоятельно. Затем берем листочки и прикрепляем их к стеблю. Сначала один, затем второй. Продолжаем выполнять самостоятельно. Обмотала стебель до конца. Вот такой цветочек получился. Чтобы листья так не обвисали, мы смазываем клеем их и приклеиваем к стеблю. Нарцисс готов. На этом наш мастер-класс подошел к концу. Спасибо всем за внимание.